Какие бывают подачи в настольном теннисе? Сколько подач должен уметь подавать любитель и каким подачам научиться сложнее всего? Смотрите в этом ролике. Сегодня мы с вами рассмотрим более 20 различных подач с разными вращениями. Посмотрим их механику и выберем те, которые нам по душе. Дальше обсудим необходимый арсенал любителя и почему много подач с разными вращениями будет лишь мешать вашему росту. А с вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы можете найти много полезной информации для начинающих и любителей. Также больше интересной информации вы можете найти в моем телеграм-канале. Ставьте колокольчик и подписывайтесь. Мы начинаем. Каждый из нас мечтает научиться подавать так, чтобы сразу выигрывать очки, побеждая своих соперников одного за другим. Но, увы, такого не происходит. Тогда мы начинаем искать волшебные таблетки. Мега-подача 10-го поколения, которую дед Малонга передал ему по наследству. Точим, но все остается как было. Да, это суровая реальность, надо тренироваться. Причем не просто тренироваться, а с головой. Без этого роста не будет, как ни крути. Сегодня мы рассмотрим различные подачи, их модификации и названия. Начнем мы с вами с базовых подач. Накатная справа, накатная слева. Подачи с небольшим верхним вращением. Используются новичками и любителями. Подрезная подача справа, подрезная слева. Подача с нижним вращением. В данном варианте в основном используется новичками и любителями. Боковая подача справа, боковая подача слева. Одна из первых подач, которую осваивают новички. Боковая справа имеет левое боковое вращение, боковая слева правое боковое вращение. Подача топор – одна из первых крученных подач в арсенале детей и любителей. Относительно прошлых подач более сложная, так как здесь необходимо скоординировать работу ног и корпуса. Подача имеет правое боковое вращение. Может быть нижний, нижний боковой, боковой, верхний боковой, и также можно подать ложный топор без вращения. Следующая подача по сложности – это подача слева. Выполняется игроками всех уровней, от новичка до топовых мастеров. При хорошем качестве выполнения очень сложно определить скорость, вращения и направление этой подачи. Имеет правое боковое вращение. Также подают с нижним боковым, верхним боковым, боковым, скоростную и с наскоком. Следующая подача – маятник. В этой подаче включается больше работы корпуса и ног. Подача используется на всех уровнях. Новичкам достаточно сложно освоить данную подачу. Эта подача имеет левое боковое вращение. Может быть нижней, если позволяет гибкость запястья, нижний боковой, боковой, верхний боковой, наскакивающий, скоростной и стелющийся. Обратный топор. Топор левой стороной ракетки. Подача редкая, но также можно встретить ее даже у топовых игроков. Эта подача имеет левое боковое вращение. Можно подать нижнее боковое, боковое и если вывернуть сильно кисть, то и верхнее боковое. Подача веер. Подача из Советского Союза, которую используют очень редко, что в принципе дает маленькое преимущество игрокам, которые ее используют. В подаче веер левое боковое вращение. Она может иметь нижнее боковое вращение, это самый сложный вариант, боковое и верхнее боковое. Подача хук. Не боксерский хук, а в переводе с английского крюк. В России многие называют ее современный топор, и все знают, откуда это пошло. Но правильное название этой подачи хук. Подача на самом деле не новая, просто до 2000 года не так часто использовалась. Подача имеет правое боковое вращение. Может быть с нижним боковым, верхним боковым, с боковым и с наскоком. Обратный маятник. В
В теннисном мире ее называют обратка. Одна из самых сложных подач в освоении, особенно с нижним вращением. Подача имеет правое боковое вращение, есть подача с нижним боковым, с верхним боковым и боковым вращением. Это базовый набор, которым должен владеть каждый из игроков. А чтобы быстрее обучиться этим подачам, я подготовил для вас подробный курс «Тотальная подача». Курс вобрал в себя 16 подач с различными вращениями. Вы можете подробно разобраться в технике выполнения и самостоятельно обучиться с помощью подводящих упражнений, подготовленных именно для вас. Также в курсе разобрана тактика использования подач, что поможет вам быстро внедрить их в свою игру и получить свои первые результаты. Чтобы подробно ознакомиться с курсом, переходите по QR-коду или ссылке, оставленной в описании. Это мы с вами прошли по базовому набору. Теперь немного нестандартных подач. Эти подачи используются как финты и больше для неожиданности. Маятник справа обратной стороной. Выполняется движение как на маятнике, и игрок в момент контакта бьет другой стороной ракетки. Подача бумеранг. Подача с сильным реверсом. Чаще подают из положения маятника движением на себя. Смысл задачи, что она делает один отскок на половине соперника и перепрыгивает сразу обратно. Скоростная подача слева. Стартовое положение, как при простой накатной подаче справа. Только игрок резко разворачивает ракетку в момент контакта. Одна из самых быстрых подач. Ложная обратка. Игрок выполняет обратный маятник, но перед контактом быстро разворачивает ракетку и бьет другой стороной. Обычно эту подачу используют правша против левши или наоборот. Подача с переворотом. Игрок подает подачу слева, но в момент контакта переворачивает ракетку и бьет правой стороной. Здесь идея, что визуально игрок показывает, что подает быструю, но потом подает короткую за счет поворота запястья. Подача внутренней стороной из положения слева. Игрок выполняет как будто подачу слева, но бьет не слева направо по правой части мяча, ближней к себе, а по левой части мяча движением справа налево. Подача из-за головы. Игрок выполняет подброс и делает шаг вперед, чтобы оказаться дальше мяча. Мяч начинает лететь за спину игрока, но игрок обратным движением бьет по мячу. Получается типа топора наоборот. Если подача не залетела за голову и без наброса, считается правильной, и ее можно использовать. Первый раз это точно введет в ступор вашего соперника. Подача с определенным вращением – это один тип подач. То есть, если вы умеете подавать топор с 3 разными вращениями, то у вас уже 3 разные подачи. Конечно, чтобы освоить весь этот калейдоскоп, надо приложить достаточно времени и усилий. Какие подачи надо тренировать и сколько должно их быть в вашем арсенале? Ответ на этот вопрос однозначный. Базовый набор должен быть у каждого. Это в среднем 16 подач. У кого-то может быть больше, у кого-то меньше. Все зависит от уровня игрока. Арсенал ваших подач должен решать следующие задачи. Первое. Выводить на ваши сильные комбинации. Второе. Нейтрализовать атаку соперника или вынудить на ошибку. Третье. Создать преимущество в игре. Четвертое. Создать психологическое давление.
Вы должны уметь подавать подачи по разным направлениям, с разными вращениями и уметь крутить как с правым боковым вращением, так и с левым. Чередовать подачи по длине и скорости. Это все наработки, которые дают огромное преимущество в игре. Ведь под каждого игрока надо найти свою длину, свое вращение и свою подачу. То есть с арсеналом в 16 подач в игре вы используете около 5-6. Какие эти 6 подач? Те, после которых вы можете реализовать свои ходы, которые плохо принимает соперник, либо те, которые не приводят вас к проигрышу после приема соперника. Второе ключевое правило: подача должна быть связана с сильным ходом. У начинающих это один ход, у продвинутых любителей это 2-3 хода, которые ведут, соответственно, к выигрышу очка или к выгодной позиции. Как правило, больше 80% розыгрышей заканчиваются на первом-втором ходе, и лишь 20% доходит до открытого розыгрыша. Можете посмотреть свои матчи, либо матчи игроков высокого класса, и станет понятно, что подачу, прием подачи и ход после подачи тренировать намного эффективнее, чем топ-спин по диагонали каждый день. И в заключении, какие подачи самые сложные? Есть подачи по технической сложности, есть подачи сложные по полету и направлению. Технически сложные подачи — это обратный маятник с нижним вращением, маятник справа с нижним вращением и веер с нижним вращением. Здесь должно быть хорошее чувство мяча и гибкость запястья. То есть, если вы играете месяц в теннис, не надо их учить. Начинайте с простых подач и потом уже с ростом мастерства осваивайте другие. Подачи сложные по направлению и полету мяча. Многие начинающие думают, что чем подача больше растукнулась на стороне соперника, тем лучше. Но на самом деле далеко не так. Подача без энергии в принципе и вернется к вам без энергии, что после нее у вас не так много будет вариантов для игры. Плюс она достаточно легко принимается и определяется соперниками. Эталонной подачей на мировом уровне считается подача в 2 отскока. Первый у сетки, либо чуть дальше, а второй на лицевой линии стола. Фишка этой подачи в том, что игрок думает, что сейчас к нему придет длинный мяч и пробует начать атаку, но он падает прямо перед носом. После этого появляется страх атаковать, и он начинает возвращать пассивно. Но так как мяч имеет больше поступательной энергии, чем подача с 10 отскоками, то и мяч нам возвращается более длинный и часто вылетающий под нашу атаку. Поэтому 2 отскока – одна из самых результативных подач. Если подаем длинную, то лучше также в лицевую линию и как можно ниже над сеткой. Подача заставляет игрока сместиться назад, что сразу снижает мощность его удара. И мы можем результативно сыграть вторым номером, либо выбить его из равновесия и реализовать свою атаку. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайки, колокольчик и пишите в комментариях, что вам интересно и какие вы используете подачи в игре. Также в связи со всем движением в интернете подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, Рутуб и Телеграм-канал. Ссылки также будут в описании. С вами был Иван Толмачев. До встречи!